Всем пламенный привет! 31 августа, последний день лета, когда я записываю это видео. Может быть, вы его увидите уже, у вас будет 1 сентября. Если вы находитесь в южном полушарии, поздравляю вас с первым днем весны. Если вы в северном, так сказать, полушарии, с осенью календарной вас всех. Меня зовут Кирилл, и в этом видео мы с вами поговорим про погоду. В частности, мы с вами будем обсуждать простые вещи. Мы будем говорить о дожде, как нас учили говорить в свое время на уроках русского языка, или как это я говорю обычно, о дожде. Кто помнит и следит за мной давно, знает, что я жил долгое время в Японии, и в одном из самых-самых-самых дождливых мест в мире. Я обожаю дождь, и в Калифорнии мне дождя не хватает. Очень часто мы смотрим YouTube, Instagram, нас там кормят фразами и говорят, что эти фразы помогут вашу речь освежить, украсить, разукрасить, удивить кого-то. Помните, что на английском языке мы говорим не для того, чтобы удивлять людей своими знаниями языка. Особенно, когда вы приезжаете иммигрантом в Америку или в любую другую англоговорящую страну. Здесь у нас с вами самая основная, самая главная задача – это передать смысл. Get your message across, быть понятым и понять собеседника. Поэтому стоит сконцентрироваться на тех паттернах и образцах речи, которые в ходе постоянно. Я их называю, не только я, собственно, high frequency words and phrases. Простое предложение. Вот допустим, что у вас ночью был сильный дождь. И вы потом кому-то говорите, кто-то вас спросил, может быть, потому что разговоры о погоду – это очень частый small talk. Как бы вы сказали, что у нас ночью или ночью шел, я не знаю, был сильный дождь? Окей, начну с самого простого. В своей практике, когда я когда я разговариваю о погоде, появляется следующее предложение. Это касается как тех, кто говорит на русском языке, тех, кто говорит на армянском языке, тех, кто говорит на японском языке, кстати, тоже. It was rain. И там можно добавить last night, неважно. Зацепимся за эти три почти что матерных слова. Это не английский язык. Это слова вашего родного языка, замененные, переведенные на английский язык. Смысла в этом никакого нету, и нигде так никто никогда в жизни не скажет о том, что у вас ночью шел дождь. Мне кажется, ошибка возникает, потому что мы слышим глагол «был», кто-то где-то был, и пытаемся перевести. Если вы посмотрите в мой любимый корпус, напоминаю, Google вам поможет понять, что это такое. Вы увидите, что как существительное, вот в таком кластере had, что после had шло существительное rain, не используется, таких нету паттернов. Даже если вы конкорданс сделаете себе раскладку, если вы понимаете, о чем я говорю, не надо это понимать, вы можете себе, сейчас на экране поставлю, посмотреть. Там они все color-coded и выделено цветом, какая часть речи чаще всего появляется. Это делается для того, чтобы учителю было понятнее, чему студентов учить, а составителям учебников, чтобы было понятно, какие паттерны и collocations в учебник включать. То есть, если вы до сих пор думаете, что учебники это зло и гореть нам всем в аду, вы глубоко ошибаетесь, потому что учебники have come a long way, really. Это я вам говорю как человек, который активно пользуется последними учебниками издательства, неважно какого. Они все составляются на основе корпуса, будь то Cambridge, будь то Coca, неважно, этих corpora, как в английском языке в нашем числе говорят, их миллион. В русском языке есть, в японском языке есть. Английский просто такой популярный язык, универсальное общение, поэтому информации по нему больше. Окей, I digress. Так вот, как сказать по-английски, что у нас был сильный дождь? Здесь нам нужно помнить, что когда мы говорим про осадки, снег, дождь, используется в английском языке это слово как verb, глагол. Поэтому самое простое, что вы можете сказать, это It rained last night. Это просто, когда шел дождь или был. It rained last night. Вы можете сказать It rained heavily. Это тоже имеет место. Это нечастая фраза. Вы не услышите
Если опросите 10 человек, ни одного раза из 10, скорее всего, так не скажут. Но такая фраза есть. Поэтому мы двигаемся дальше, мы ищем то, что постоянно будет на вас сыпаться с экранов телевизоров или с улиц, если вы живете в англоговорящей стране. Вы можете сказать It rained a lot last night. It rained a lot last night. Perfect. Но, если же вы любитель слова rain как существительного, вы можете использовать его. Как говорится, нет проблем. Нам только глагол нужно заменить. We had a lot of rain last night. We had a lot of rain last night. Прошлой ночью выпало много дождя. Хотите вы подумать, но не факт. Просто когда сильный дождь идет, вот люди так говорят. Запоминайте и используйте в своей речи. We had a lot of rain last night. Вы можете сказать It poured last night. Pour – это наливать или лить. Глагол здесь используется как непереходный. Оно само не виноватое я. It poured last night. Также с этим глаголом можно сказать We had heavy rain. Только артикль не надо ставить, потому что вы сами понимаете, rain равно H2O. Это вода. We had heavy rain last night. It was coming down really hard. It was coming down really hard. Come down – это когда падает с неба. Очень сильно. И иногда вы можете услышать в таком very, very casual conversation It was really coming down. It was really, как intensifier усилитель, it was really coming down last night. It's really coming down out there. Okay, let's get the record straight about the phrase It rained cats and dogs last night. Потому что я уже предвкушаю, что будет очень много вопросов. Сама фраза имеет место, безусловно. Но услышите ли вы ее в обиходе? Дудки, как сказала бы моя ученица математики. Не услышите. Почему? It rained cats and dogs превратилась в old-fashioned, archaic, colorful, bookish phrase. То есть, если вы читаете детям сказки на ночь, be my guest. Use it and abuse it. Но когда вы говорите в обиходе, смотрите, подходит ли она по тону вашего общения. Нет ничего плохого в этой фразе, совершенно можно использовать даже в 2025 году. Что вы чаще услышите? Вы чаще услышите вот те фразы, которые я говорил, когда вы говорите про сильный дождь. Ну или здесь такая звездочка. Чем старше человек, то бишь, чем больше ему лет, тем больше у вас шансов услышать из уст этого человека фразу It rained cats and dogs. Почему? Потому что я поговорил, что это архаизм. А как сказать, что я под дождь попал, мы попали под дождь? Тут фразу запоминаем, она одна у нас единственная, неповторимая. We got caught in the rain. We got caught in the rain. We got caught in the rain. И здесь можно поиграть глагол got, поменять на we were caught in the rain. Помните, разница между глаголом be и get, когда мы говорим о чем-то малоприятном, имеем место использовать get. Такой тренд в языке, но не означает, что нельзя использовать be. Можно. Если вы слушаете музыку и запоминаете слова и какие-то фразы из песен, то у Мэрайи Керри есть замечательная песня. Она называется Through the Rain, 2002 года песня. Вы ее включаете, и с первой строчки она вам там ангельским голосом поет. Вот сейчас я не припоминаю, что она поет, подождите, у меня есть шпаргалка. If you get caught in the rain. Теперь, эта фраза очень интересна, потому что ее можно использовать figuratively and literally. If you get caught in the rain в этой песне, и там дождь идет по стеклам, по крышам, здесь имеется в виду if you are going through a rough patch, if you're going through struggles and hard times, когда вот такие трудности какие-то у вас. Там отношения были у героини клипа. Посмотрите черно-белый клип, по-моему. Или не черно-белый. В общем, можете использовать эту фразу get caught in the rain, когда у вас какие-то проблемы. Либо в прямом смысле I got caught in the rain. Пришли на работу, у вас течет все. На вас самой говорит what happened? Вы говорите just got caught in the rain. И фраза in the rain это под дождем, то, что мы говорим. Не under the rain or under the sun, for that matter. Играть, танцевать, грязные танцы вспоминаем. Dancing in the rain. У вас спрашивают, чем вы любите заниматься на выходных? А вы говорите, я надеваю свои любимые стринги и иду плясать
in the rain, иду танцевать под дождем. Также проводить время на солнце или времени много на солнце проводить. Spend a lot of time in the sun. Don't forget to wear sunscreen. А то будет у вас как у Гордона Рэмзи, если вы читаете мой Telegram, Kirill's_English, кстати, и Instagram тоже Kirill's_English. И если вы хотите индивидуальные занятия со мной, в описании под этим видео есть ссылка, там все написано. Почитайте, если захотите, напишите мне любовное письмецо. Также, если хотите принять участие в разговорном клубе, вам тоже туда же и по тому же адресу. In the rain, in the sun, dance in the rain, play in the rain, play in the sun. Под солнцем. Не under используется, а in. Почему? Хз. Кстати, самые частые прилагательные, которые используются с существительным rain, это heavy и light. Light rain это легкий дождичек такой, небольшой дождь. Heavy rain это сильный дождь. Самые частые словосочетания, которые в корпусе появляются, это rain check и rainforest. Поэтому смотрите сами. Существительное rain, когда мы говорим об осадках, используется не часто, а если используется соответствующий глагол have используйте. Также вы можете, кстати, сказать про любой циклон. Здесь у нас циклоны, тайфуны, ураганы называют словом storm. Не тот, который на море. Не тот, который на море тоже будет. А обычный вот дождь прошел сильный. У нас в Калифорнии называется storm. Потому что обычно у нас дождя никакого нет. В силу нашей topography, рельефа на местности и вот этих всех воздушных масс. Anyways, вы можете сказать we had a thunderstorm last night. Прошлой ночью у нас была гроза. A thunderstorm. Здесь артикль, потому что исчисляемое существительное storm. We had a heavy snowstorm last night. У нас прошлой ночью был очень сильный буран, метель, вьюга. Собственно, это все, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Вы вместо слова rain, конечно, можете использовать snow в тех же самых конфигурациях. It snowed, it didn't snow, it snows и так далее. Как глагол. И будет у вас праздник. Вот такие простые темы, но порой не каждый сможет быстро сообразить, как это в спонтанной речи выразить правильно. Я желаю всем отличных выходных. Пока. So we definitely got caught in the rain. If you got caught in the rain beforehand. Especially since 2005, we had a lot of rain in our area here, and I know just because recently we had a lot of rain in Lincoln. Early on, we had a lot of rain. And then this year we had a lot of rain and snow. Okay, so now it's really coming down. Makeup still looks good. Oh, it's really coming down now outside. That's probably coming through on the microphone. It's really coming down out there. Whoa!